Я приветствую своих подписчиков и гостей своего канала. Меня зовут Галина, и мы сегодня с вами будем делать омлет. Не простой, а с начинкой и необычный, как сейчас многие делают. Вы такой рулет еще не кушали и не пробовали? Тогда что, будем начинать и мои секретики узнавать. Все, что нам потребуется, это одна большая ложка и одна чайная ложка, столовая и чайная ложка. И для этого нужна сметана, естественно, яйца, чесночок. И для начинки все, что вы у себя найдете в холодильничке, ну, типа грибочки, колбаски, сырка и тому подобное. Ну, давайте начнем процесс, и вы все узнаете, и я вам подробнейше расскажу. Сначала я хочу нарезать грибочки, чтобы их пожарить. Это для начинки, чтобы у нас была готова начинка. Так как я нашла несколько грибочков, завалявшихся, остались у меня от других блюд, и хочется их использовать. С грибочками будет наша начинка вкусненькая. Вот смотрите. Вот мы быстренько нарежем их и пожарим. Пока мы включим сковородочку, пускай нагревается. И будем... Вот. Для этого нам нужно только подсолнечное масло, немножко соли и пожарить грибочки до такой золотистой корочки. Вот так, мои хорошие. Сковородочка нагрелась у нас. Прям немножко маслица. И закидываем наши грибочки, пускай жарятся. Просто одни грибочки, мы немножко подсолим их, и все, что нам нужно для этого. Пока у нас грибочки тушатся, варятся, а мы будем делать следующее для начинки. Вот, мои хорошие. Я взяла ветчину, есть у меня немножко вареной колбаски. О, Господи, упадет. Сейчас это все, полотенце надо взять. Есть немножко вареной колбаски. И мы все это режем на кубики. Тоненькими ломтиками режем на кубички. Вот, мои хорошие, ветчину мы нарезали. И также режем колбаску, вареную колбаску. Я сочетаю и то, чтобы оно вкуснее у нас было. Ой, надо посмотреть к грибочкам. Вот, мои хорошие, наши грибочки уже готовы. Вот смотрите, какие. Чуть-чуть подзолотистые они такие. Их больше не надо сушить, высушивать. Вот, смотрите, какая красота. Вот и еще дорезаю уже. Я думаю, что ветчины и колбаски будет достаточно. Я хочу сделать это приблизительно 3 омлета. И мне хватит. У меня было где-то 150 колбаски и ветчины где-то было у меня 200 грамм. И как раз хватает этого. Так, что для нас требуется еще? Нам нужно еще чесночок, мои хорошие. Обязательно чесночок нужен нам. 4 зубчика даже. 5 даже сделаю, потому что с чесночком это очень прям вкуснятина. Без чесночка никак. Вы же знаете, у меня без чесночка никак.
И знаете, что я вам хотела сказать, мои хорошие, про этот омлет? Этот омлет очень и даже очень вкусный. И мало того, что... Ой, блин, не туда. И мало того, что вкусный, да еще им он сытный, наедаешься им. Вот мужчине дать один этот омлет покушать, все. Девочки мои, вы спокойны на полдня. Ну, вы же знаете, мужчины любят много кушать. И вкусно еще к этому. Так что берите себе на заметку. Вот, мои хорошие, сюда же мы выдавливаем чеснок, колбаски к ветчине, выдавливаем чеснок. Ну, опять же, все по вкусу, все по вкусу. Если кто-то любит поострее, может себе побольше чесночка. Можно и без чесночка, потому что не все же люди любят чеснок. Так что это, мои хорошие, все для вас, на ваш вкус. И хочу еще поблагодарить своих подписчиков за такую поддержку. Спасибо вам, родные мои хорошие, что вы меня поддерживаете. Ставите лайки, пишите комментарии. Так. И следующее у нас что идет? Лучок. Зеленый лучок и укропчик и петрушка. Все мы даем, мои хорошие. Все используем. И вот, мои хорошие, мы закинули туда и петрушку, и укроп, и лучок зеленый. А теперь закидываем вот эти грибочки, что мы пожарили. Можно даже, у кого есть маринованные, тоже неплохо, очень вкусно получается. Так. И, естественно, майонез, соль, перец. Майонеза где-то 2 ложечки. Ну, опять же, я повторяюсь и не перестаю повторяться. Как кто любит, кто может просто 1 ложку добавить. Это каждому на любителя. Перемешиваем наш фарш на омлет. Вот. И немножко мы еще натираем сырок. Прям, 100 грамм, но не больше. На большой терке. Это просто бомбовский омлет. Я вам расскажу историю про этот омлет. Вы же у меня любите слушать мои истории. Так что ждите. Сейчас, пока мы делаем так. Вот у нас и сырок уже. Мы натерли. Вот. И у нас будет просто бомбовская начинка с зеленушкой. И опять же это все перемешиваем с грибочками, с колбаской, с ветчиной. Это наша начинка. Ой, у нас, по-моему, даже будет на 4 перчика. Черного перчика надо еще. Будет вкусно. Представляете? Бомба. Вот. Сольки еще подсолим. Бо мне что-то вроде бы не хватает. Немножко соли. Вот. Также, мои хорошие, можно делать такой же омлет, но сладкий и фруктовый. Но об этом мы с вами уже поговорим в следующей рубрике, где мы будем акцент делать на сладкое. Вот. Все, у нас фарш готов. Мы сейчас будем приступать к рулетам. Итак, мои хорошие, внимательно слушаем, что мы
добавляем в омлет. Начнем. 2 яйца. Это легко запомнить, потому что в омлет все идет по 2. 2 яйца у нас. Вот. Берем венчик, немножко размешаем. Так, дальше у нас сметана. Тут у нас не будет. Мы возьмем еще отсюда. Как я вам говорила, ложка нам столовая нужна. 2 ложки. 2 ложки таких хороших с горкой сметаны. 2 ложки столовых с горкой сметаны. Опять же, легонько перемешиваем. Слегка перемешиваем. Подсаливаем. Чуть-чуть подсаливаем, чтобы он у нас был подсоленный. Затем, так, майонез соберем в сторону, чтобы нам не мешался, потому что нам нужно еще мука нам нужна. Затем, мои хорошие, сейчас расскажу вам, 2 тоже вот таких с горочкой ложки муки. Я говорю все, чтобы все запомнили, медленно, чтобы все запомнили. И чайная ложечка вот такая разрыхлителя. Все. Вот это все перемешиваем. Вот, мои хорошие. Перемешиваем вот это все. И у нас сковородка нагревается. И сейчас будем заливать наш омлет. Сковородку сначала грею на большом огне, затем даю 2. Итак, мои хорошие, сковородочка у нас нагрелась. И я, где-то столовую ложку наливаю масла подсолнечного, чтобы не сильно жирная была. И размазываю кисточкой. Вот так. Размазываю кисточкой. А еще, мои дорогие, могу сказать вам, что вместо разрыхлителя можно дать пол чайной ложечки соды, залить уксусом. Это тот же самый эффект. Итак, мои хорошие, мы заливаем наш омлет. Все. Первый омлет у нас пошел. Вкуснятина, вы себе не представляете, какая-то это вкуснятина. Почему говорю так? Потому что это уже проверенный рецепт годами. И где бы я его ни делала, везде он первое место берет. Итак, мои хорошие, наш омлет потихоньку печется. Мы будем смотреть по нем, не по часам, потому что у каждого разная духовка. Вы сами понимаете, и разные плиты, и духовки. Короче, вы смотрите, как блины вы жарите, и сверху встают пупырышки и дырочки. Вот тогда уже наш омлет будет готов, когда он сверху затянется хорошей пленочкой, такой, что он уже готов. И потому я вам говорю, что надо его на медленный огонь, потому что если быстро
Оно можно быстро, оно сгорит. А нам нужно, чтобы оно медленно и равномерно он сверху был уже тоже готов. Потому что мы с этой стороны верхней запекать его не будем. Мои хорошие, пока омлет наш запекается, мы делаем следующую порцию. Опять же, внимательно слушайте. 2 яйца. 2 яйца. Разбиваем, как видите. Их немножко. В ту же емкость можно, потому что это одно и то же, оно не повлияет ни на что. 2 яйца, 2 ложки сметаны с горкой сметанка должна быть. 2 ложки сметанки, опять же, перемешиваем, хорошо перемешиваем, солим, немножко соли. Я уверена, что у вас он получится, если вы будете делать, как я. Обязательно напишите и говорите мне. Так, ложечка одна, не одна, я имею в виду, что с горкой ложечка столовая, 1, 2, 2 ложки муки с горкой и чайная ложечка у нас разрыхлителя, тоже почти что с горкой. И вот это все размешиваем до однородной массы. Вот он у нас вот. И он может стоять, ждать следующего своего очереди. И вот, мои хорошие, смотрите, что делается. Смотрите, у нас уже верх чуть-чуть, еще чуть-чуть, потому что, видите, у меня взялось на пальчик. Еще немножко, прям немножко, и он будет готов. Мы сейчас его достанем. И вот, мои хорошие, он у нас уже готов. Все у нас сверху пропеклось. Вот видите, какая красота. И мы его низом вот так на тарелочку выкладываем. А сейчас, опять же, у нас процедура одна и та же самая. Мы закинем еще один омлет, а тем временем будем заворачивать этот омлет, пока горячий он у нас, начинкой. Так, заливаем. Вот, мои хорошие. Вот, он прям расходится сам уже. Смотрите, как хорошо. Прям такой будет шикарнейший. И опять же крышкой накрываем. Это все для вас, девочки, мальчики, любимые, чтобы быстро и вкусно и сытно. Вот, мои хорошие, уже у нас и второй готов. Прямо смотрите, какие они пушистые, красивые. И мы на тарелочку. Опять же маслицем, быстро маслицем. Маслицем всегда куда-то я деваю эту кисточку. Кошмар. Вот, маслицем. Обязательно. И заливаем еще один, третий уже. По ходу мы сегодня сделаем 4 штуки. 4 штуки мы сделаем. И накрываем же крышкой. Все. Опять ждем, идем к процедуре. Вот, мои хорошие, это уже второй. Может, кто-то скажет, что зачем она вот 150 раз показывает. Но я, как знаю своих подписчиков, как они внимательно смотрят, и очень мне хочется, чтобы они вот запомнили и сделали обязательно такой омлет, и мне сказали, как у них получилось и как. Смотрите, какая красота. Смотрите. Ну,
Вот, мои хорошие, какая красота. Вот, у нас уже и еще один нарисовался, смотрите. Неужели это не красота? Смотрите. А вкуснота бомбовская. Поверьте мне, вкуснота бомбовская. Ждем следующего. А этим временем мы натрем сырка твердого, потому что он нам нужен будет в конце. Посмотрите, что мы будем делать. Пока я натираю этот сыр, хочу вам рассказать про этот омлет, историю этого омлета. Этот омлет я встретила в своей жизненной поварской дорожке. Короче, девочки, мальчики, один шеф-повар делал такой омлет и научил меня. Спасибо ему, кстати. Он смотрит меня постоянно, передает привет, поддерживает меня. И вот мои золотые. И один прекрасный день я сдавала экзамен. Представляете? Я сдавала экзамен, и было там любимое блюдо, надо было сделать. И вот именно этот омлет и дал мне дорожку в мою поварскую жизнь. Итак, мои хорошие, очередной наш третий по счету готов. Вот. Какой пушистик у нас. Чуть-чуть прям масла дам, потому что... И мы сейчас будем закидывать четвертый наш. В итоге у нас получилось 4 омлета. Сейчас еще этот мы сделаем. И вуаля. Вот мои сладкие. И еще... третий. Я уже взяла другую тарелочку, потому что они большие и не помещаются. И у нас остается еще как раз на один омлет. Остается на один омлет фарша. Я же люблю это так. Так, руки у меня чистые, сразу предупреждаю. Стерильные, чистые. И вот, мои хорошие, вот смотрите. Он просто эластичный, он заворачивается, как, он не лопает. Смотрите, какой прям шедевр. Если вы меня хорошо в комментариях попросите, мы с вами сделаем сладкие, такие же, сейчас, минуточку. Это ничего страшного, это можно назад туда. Вот, и мы с вами и сделаем сладенькие для деток с фруктами. Так что, мои хорошие, пробуйте, если понравится, пишите в комментариях. Вот, мои хорошие, и четвертый у нас готов. Сейчас будем его снимать. И вот, мои сладкие, четвертый тоже у нас готов. Мы снимаем его. Ой, какой пушистый, прекрасный у нас получился. Также, мои хорошие, уже мы используем всю начинку, чтобы наверняка уже мы ничего больше... Вот, смотрите, вот 4 штуки мы сделали, бомбических, и заворачиваем. Смотрите, как он крутится. Как он крутится, я просто их обожаю. Они прям эластичны, смотрите. Затем, мои хорошие, мы слегка посыпаем сырком сверху. Да, о том я и говорила, что они это очень такие сытные, потому что тут присутствует очень много всего. И, девочки, это для ваших мужчин супер. Вот когда некогда что-то готовить, а он там гречкой не наелся, или мясо там долго варится, готовится. А тут вы раз стали, раз,
И вы волшебница, и вас мужчина обожает. Итак, мои хорошие, вот так мы посыпаем. И в микроволновку мы ставим на минуту-две. Чтобы точнее быть, этот сыр должен расплавиться хорошо. И вот, мои хорошие, вуаля. Вот смотрите, как они должны вот так расплавиться должен сыр. Вот смотри. И мы перекладываем эти же рулетики. Сейчас я возьму лопаточку. И мы переложили эти рулетики в побольше миску, так как у нас не влазит. И помните, у нас еще два есть. У нас еще два есть омлетика, которые то же самое. Сейчас мы отправим в микроволновку. Вот. Очень было бы неплохо, если бы это пармезан был. Но то, что есть. И отправляем в микроволновку на минуту, на две до растаяния сыра. А этим временем, естественно, мои хорошие, вот, надо нам подготовить зелень. Петрушечки, ой, укропчика нарублю быстренько. Вот, у нас укропчик готов. Мы пока вот у нас сыр не застыл, мы просто их посыпем вот так укропчиком. Ой, боже мой, какая и красота, и вкуснота. Вот, мои сладкие, наши рулетики. Смотрите, какие прекрасные. Мне даже тарелку не влез за четвертый. Представляете? Вот смотрите, какие они сочные, пышные. И я, как всегда, хочу один разрезать, чтобы вы посмотрели, что внутри и как внутри. И какие они. Вот, смотрите. Смотрите, какие наши рулетики пышные, прекрасные. Ну, вот, мои хорошие, мы закончили делать с вами омлетики. Прекрасные, вкусные, ароматные. И те омлетики, которые мне пробили дорожку в поварскую жизнь, мою мечту. Вот, смотрите, мои хорошие. А ну, посмотрите, хорошо, вкусно как. Ну, скажите. Я уверена, у вас тоже получится, потому что тут сложного ничего нету. А еще, кстати, забыла вам сказать. С той радости, что с вами встретилась я. Напишите, мои хорошие, как вам мой новый образ? Понравилось ли вам? Ну да, конечно, я решила для вас прихорошиться, чтобы я соответствовала своим подписчикам. Потому что у меня подписчики самые лучшие, самые умные. И гости моего канала, которые зашли ко мне, подписывайтесь, пожалуйста, не пропустите вот такие аппетитные рулетики, омлет с начиночкой. Вот смотрите, вот какой тяжелый, вот смотрите. Что мы сегодня, какие мы сегодня шедевры с вами сделали. Вот видите, это бомба. Приятного аппетита, мои хорошие. Всего самого хорошего.